И вновь здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня ваша любимая тема – египетские пирамиды. Надеюсь, что хоть сегодня я развею ваши сомнения, если кто-то считает, что пирамиды создавались как захоронения. Уверяю вас, это не так. Неужели никто в целом мире не может объяснить, как работает это техническое устройство? Неужели не нашлось такого технаря, который смог бы объяснить все, что, зачем, почему? Странно, конечно. Там физика 8 класса. Ну, если не нашлось, значит мы вам объясним. Сегодня я поговорю о самой знаменитой, самой совершенной египетской пирамиде – это пирамида Хеопса. Я объясню вам, для чего нужен был каждый кирпичик, каждый камешек, каждая ступенька, каждая вмятинка. Все не случайно. Абсолютно точный расчет. И по-другому никак. И я не просто расскажу, я вам докажу, что оно было именно так. Я отвечу на большинство технических вопросов, которые интересуют исследователей всех времен. А именно, почему угол наклона проходов внутри пирамиды 26 градусов? Почему в Великой галерее пол 26 градусов имеет наклон, а потолок 28? Или же почему размеры вот этих вот проходов 1,20 на 1,5 м? Все это не случайно. Там нету никакой случайности. Если сделано так, значит это для чего-то надо было. Все, что вы услышите, все звучит впервые. Этого нет еще на просторах интернета. Это мои личные исследования пирамидального комплекса Гизы. Ну что, давайте приступим к разгадыванию загадок последнего из чудес света, которое дошло до нас. Я хочу вам показать чертежи, подробные чертежи, большие, их много. Для этого мне нужен большой стол, очень большой. Пойдемте в другую комнату. А стол оказался не очень-то и большой. И это не потому, что чертежи распечатаны на больших листах. Нет, их можно рассматривать даже с помощью увеличительного стекла. Они очень точные, это самые точные чертежи, которые я нашел. Вы, кстати, их сможете посмотреть по ссылке под моим видео на моем канале MyTechnoLab. Давайте покажу кое-что, чтобы понимали, о чем будем говорить. Вот это пирамида Хеопса. Кто не знает, это одна из камер, камера царя, вторая камера, камера царицы, большая галерея и внизу камера, которую люди не знают для чего она. Просто называют нижняя камера. На самом деле все это не случайно, все взаимосвязано. Каждая камера, есть чертеж отдельно, камера царя, как говорится, фас, профиль. Очень точные чертежи. Камера царицы. Камера царицы и большая галерея. Я вам сейчас все покажу, все расскажу. Это выход из пирамиды Хеопса. Под ним проломали еще один. Так, но все-таки, наверное, не совсем удобно будет здесь рассматривать. Далеко объектив. Давайте на компьютере все-таки это будет лучше. Переходим сюда. Начнем рассмотрение с камеры царицы. Вот она, вид сбоку, вид сверху. Она соединена длинным коридором с большой галереей. Чуть выше находится камера царя. К ней мы вернемся позже. Коридор начинается возле одной из стен камеры царицы, прямо в углу. Все знают, что если в пустой комнате хлопнуть в ладоши, мы услышим эхо. Какое-то время будет слышен звук. Это и есть волновой процесс. Звук, звуковая волна, будет ходить от одной стенки до другой, пока полностью не угаснет. Вот на примере звуковой волны я вам и объясню, что происходит внутри пирамиды. И для этого нам понадобится всего лишь один закон из волновой физики, а именно угол падения волны равен углу отражения. Это означает, что если волна пришла к препятствию под каким-то углом, ударилась о него и отразилась, то вот этот угол отражения будет точно такой же, как и угол, под которым она пришла. Это все, что нам надо знать на данном этапе.
Ну а теперь смотрите, насколько это точное и сложное сооружение. Предположим, что в камере кто-то громко хлопнул в ладоши, и звук, гуляя от одной стенки до другой, пытается найти выход. А выход – это наш коридор возле одной из стен. Туда он может попасть, отразившись от потолка, от противоположной стены и от пола. Давайте посмотрим, под каким же углом волна от потолка может попасть в коридор. Берем две крайние точки потолка и проводим линии относительно выступа. Вот здесь мы уже видим целое множество случайных невероятных совпадений. А именно, первое совпадение, что одна из линий имеет угол наклона ровно 60 градусов. Второе совпадение. Вторая линия имеет угол наклона ровно 30 градусов. Третье совпадение. Эти линии попадают четко на края ямы, которая засыпана песком. Это говорит о том, что яма была спроектирована изначально, и сделана она для того, чтобы не пропускать в коридор волны, отраженные от потолка камеры. Песок их просто поглощает. Получается, что в коридор могут пройти только те волны, которые попали вот на этот островок. Это своеобразный фильтр, который пропускает волны только под определенным углом. А именно те, что отразились сначала от пола камеры царицы, а потом от потолка коридора. Есть и другие волны, которые смогут попасть на этот островок, но давайте сначала разберемся с первыми. Тем более, что у нас появляется еще несколько случайностей. Первое – это то, что на островок попадают волны под углом опять-таки в 30 градусов. А ступенька, которая после островка, тоже не пропускает волны под углом меньше 30 градусов. И последнее и очень важное совпадение, что потолок камеры царицы также имеет наклон 30 градусов. Запомните это. А давайте дальше проследим, куда же нас приведет последовательность этих отражений. Да, забыл сказать, для тех, кто будет проверять мои высказывания. Чертежи хоть и точные, но имеют некоторые искажения. Углы наклона большой галереи и коридора отличаются на несколько градусов от подписанных. Мне пришлось корректировать чертеж, чтобы получить 26 градусов наклон галереи, а потом коридор выровнять с горизонтом. Итак, продлеваем нашу последовательность преломлений под углом 30 градусов и смотрите, как точно попадаем на край коридора. Я ничего не подгонял. Мало того, вы заметили, что мы повторяем рисунок блоков. Есть небольшое смещение, но оно вызвано опять-таки неточностью чертежа, которая возникла при копировании с оригинала. Это хорошо заметно на этом участке. Вот обозначено одинаковое расстояние между швами в 1,83 метра. Но визуально мы видим, что эти расстояния не одинаковы. Кто сомневается, может вычислить математическим способом или же нарисовать на бумаге в масштабе. Расстояние между узкими швами 105 см. 4 блока имеют размер 210 на 117 см. Диагональ будет иметь угол ровно 30 градусов. Мы сейчас смотрим с вами на разметку движения волны, а не накладку. Это не настоящие швы. Уже доказано, что большая часть из этих швов искусственные. Их прорезали в монолитном камне на пару сантиметров, а потом замазали раствором тем же, что замазывают стыки. Там есть раковина моллюска, которая начинается на одном блоке, а заканчивается на другом. Все эти многочисленные совпадения подтверждают, что мы на правильном пути. Мы подошли к очень важному элементу. Вот эти ниши в стенах. Это вовсе не ниши, и об этом еще не знает никто. Это балки, перемычки, которые были замурованы своими концами в стену. Сейчас они разбиты. У этих балок три основные функции. Их геометрия и расположение направляют звуковой поток определенным образом. Вы уже заметили, что между ними есть один просвет, который направляет волну в нужное место в большую галерею. Другая часть потока направляется в нисходящий коридор, в строго определенное место, и только под углом 30 градусов. И третья, самая главная функция – эти балки не позволяют потоку вернуться обратно. Они являются преградой для тех волн, что двигаются в большой галерее, так как в галерее выбран свой угол распространения волны. Все это мы сейчас и рассмотрим. Только хочу повторить важный вывод, что в камеру царицы по большому коридору сигнал пройти не может. Волновод работает только в одном направлении, как диод. Далее перемещаемся в большую галерею. Мы помним, что у нас выделен угол падения волны в 30 градусов. Значит, угол отражения будет тоже 30 градусов. Проводим линию и попадаем в середину противоположной стены. Не совсем красиво получается, но это только на первый взгляд. На самом деле звуковые волны распространяются не прямолинейно,
как лазер, а имеют небольшое отклонение от центральной оси. Чем ниже частота, тем больше это отклонение. Так вот, здесь учитывается эта погрешность. От противоположной стены отражаются волны, имеющие угол 26 градусов, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 градуса. Обратите внимание, как точно мы попадаем в середину каждой ступеньки. Далее этот сигнал отражается от потолка галереи и пола. Опять фокусируюсь в одну точку. Большая галерея – это сложнейшее устройство, которое из всего спектра волн, попавших в нее, выделяет только одну частоту и направляет ее в строго определенную точку. Мало того, она еще и регулирует фазу этого сигнала. У нас, по-моему, до сих пор ничего такого нет. Ну, может быть, я просто такого не знаю. Вот как это работает. Пол и потолок галереи имеют разный угол наклона. Пол 26 градусов, а потолок 28 градусов. Получается, что при каждом отражении волна немного меняет свой угол наклона. Вот эти ниши в стенах – это тоже балки, которые создают дополнительные препятствия для прохождения волн. Может пройти только та волна, которая проскочит под балкой. Если волна прошла над балкой, то она отражается от двух соседних балок и немного сдвигается в сторону, чтобы на пару градусов подправить направление. Возле места крепления этих балок есть углубления. Никто не знает, для чего они. Объясняю. Звуковая волна имеет приличную мощность и звуковое давление. Ей можно разрушить саму балку. Постоянные удары до добра не доведут. Они решили эту проблему. Смотрите, посередине под балкой есть проход. Та волна, которая идет сверху, давит на балку. Но в то же время она же отражается от пола и создает противоположное давление с обратной стороны. Такое же давление создается и от соседних балок. Получается, что балка не испытывает удар, а зажимается со всех сторон, что предотвращает ее разрушение. Но это по центру, а по краям совершенно другая картина. По краям балка лежит на поверхности, и нет противоположного давления снизу. Чтобы предотвратить разрушение, надо сделать такие полости, чтобы в них заходила звуковая волна и поддерживала давлением снизу. Вот для чего эти выемки. Балка зажимается давлением звуковой волны в местах крепления, чтобы предотвратить расшатывание и продлить срок службы. Получается, большая галерея имеет на всем протяжении своего рода ступеньки-перемычки, которые мешали впоследствии перемещаться по ней. Поэтому их и разрушили. Вандалы или искатели сокровищ. На самом деле сокровищем является сама пирамида. В ней сосредоточены знания высокоразвитой цивилизации. Знания – это новые технологии. А вы знаете, кто владеет технологией, тот впереди планеты всей. У землян есть все шансы раскрыть хотя бы эту древнюю технологию. Почему я говорю «хотя бы»? Да потому что она устаревшая и уже минимум 2 раза модернизировалась. Но начать надо с нее, а потом постепенно переходить дальше, шаг за шагом. Это было небольшое, но важное отступление, а мы продолжаем раскручивать загадки древних. Большая часть загадок еще не сказана. Слушайте дальше. Итак, задача большой галереи после многократных отражений направить звуковую волну в конкретную точку и в определенной фазе. Это происходит вот так. Вот результат всех переотражений приводит к этой траектории. Волна должна отразиться от последней ступеньки потолка и попасть опять-таки в нисходящий коридор. Он же следующий волновод. Обратите внимание, что волна падает под углом 82 градуса из большой галереи, что после отражения от пола опять приводит к углу наклона волны в 30 градусов. Это очередное совпадение говорит о том, что мы на правильном пути. Также хочу показать вам, что строители пирамид ничего лишнего не делали. Вот этот маленький кусочек потолка галереи никак не участвует в процессе. Он не нужен. И строители даже не удосужились его обработать в общий дизайн. Бросили его так, как есть, не тратя силы на то, что им не пригодится. А вы говорите, что целую пирамиду построили просто так, для имиджа фараона. Смешно. На этом чертеже мы почти все разобрали. Давайте теперь рассмотрим камеру царя. Вот она представлена подробнейшим образом. Первый взгляд пугает. Кажется, с чего здесь начать? А оказалось, все очень просто. Помните, я вам говорил, что в камере царицы угол распространения волн совпадает с углом наклона потолка. Здесь оказывается все то же самое.
Угол наклона самых верхних плит 33,8 градуса. И в камере-резонаторе создается стоячая волна под тем же углом. Мало того, это целая сеть из стоячих волн, которые замыкаются сами на себя и заполняют все пространство этой камеры. А доказательством, что это именно так, служит точнейшее попадание на стыки блоков. То есть даже высота кладки имела значение, и это было все рассчитано. Мало того, мы очень точно попадаем на край саркофага, который выполнял роль задающего генератора. И что меня удивило, мы даже можем сделать вывод, что саркофаг был с крышкой, потому что его высоты чуть-чуть не хватает до пересечения линий. Это, можно сказать, стопроцентное попадание. Из камеры царя, точно так же, как из камеры царицы, есть выход возле одной из стен. В него попадают волны с двух различных направлений, отражаясь сверху и снизу. Но мы знаем, что нужен однонаправленный поток. Это исправляет предкамера царя. Мало того, часть энергии она отправляет обратно и не пропускает ничего лишнего, что могло случайно попасть из большой галереи. Мы опять видим, что энергия только выходит из камеры. И вернуться этим путем она не может. Источник находится внутри камеры. Также я развею мифы о том, что были какие-то задвижки, преграждающие путь грабителям. Ничего подобного. Камера никогда не закрывалась. Вот эта бы якобы задвижка стоит на определенной высоте, и она всегда была поднята. Возможно, она могла опускаться при каком-нибудь обслуживании или ремонте, чтобы снизить звуковое давление. Но она не являлась препятствием для человека. Остается проход между ней и стеной. С этим чертежом мы закончили. Основная мысль – это то, что из камеры царя выходит сигнал в большую галерею под углом 33,8 градуса, где объединяется с сигналом из камеры царицы и направляется по коридору далее. Вот этот коридор в большем масштабе. Продолжим путь движения волн и увидим опять множество очередных совпадений. Опять удивительно точно мы попадаем на начало гранитной пробки. Но даже если бы ее не было, мы все равно бы вышли бы на край коридора. Вернее, на изначально спроектированный край. Его разбили, но, как оказалось, это тоже не случайно. Мы видим, что после одного коридора волна направляется в другой, причем только вниз. Кстати, этим объясняется плохая обработка той части коридора, которая направлена вверх. Обработка там просто не нужна. Так вот, эта волна направляется вниз, все под тем же углом 82 градуса. Но чтобы устройство заработало, угол нужно изменить и подправить фазу сигнала. В граните волна распространяется гораздо быстрее, и угол преломления тоже другой. Я вычислил необходимый угол для правильной работы всего устройства. Он оказался не 82 градуса, а 102 градуса. Под этим углом волна спускается до самого низа коридора и попадает в горизонтальный проход, который опять-таки выполняет роль фильтра и рассчитан для волны с углом наклона 26,5 градусов. Смотрите, как точно мы опять попадаем на края коридора. И уж, конечно же, нижняя камера опять показывает нам, что расчет верный, потому что в ней создается целая сеть из стоячих волн, правильной геометрии, и точно так же, как и в верхних камерах, часть энергии подается на выход. У этой камеры был разрушен пол. Искатели сокровищ пытались здесь что-то откопать. Настоящий пол должен быть на том же уровне, что и пол коридора. Давайте теперь проследим волну, которая выходит из камеры. Большая часть ее возвращается обратно, за это отвечает опять-таки предкамера, а меньшая часть направляется в коридор, причем уже до самого конца, на выход из пирамиды. Отличительная особенность этого потока, что он уже нигде не отражается, а идет по прямой. Вот здесь была еще одна камера, остатки кладки видны до сих пор. Как вы думаете, для чего она? Остался последний шаг. Она должна была направлять этот поток обратно в камеру царя и камеру царицы. Опять на вход устройства, чтобы процесс повторялся по кругу. Замкнуть его самого на себя. Вот для этого и нужны эти маленькие каналы, в которые запускали робота. В электронике это называется положительная обратная связь. С каждым циклом сигнал на входе будет все больше и больше. В пирамиде есть еще несколько каналов, повышающих эффективность всего устройства. Например, вот этот нисходящий грот. Внутри пирамиды всегда будут волны, которые сбились со своего курса и хаотично гуляют по коридорам, мешая правильным волнам. Чтобы избавиться от этих вредных шумов, служит этот коридор,
который не только убирает их из одного места, где они не нужны, но и добавляет в камеру смеситель, где они приносят пользу. Этот проход был изготовлен изначально. Я даже думаю, что вот этот проход к плитам камеры царя тоже не случайный. Он начинается в том месте, где не принесет конструкции никакого вреда, и тоже добавит шум в галерею. Его проще было пробить по прямой, однако этого не сделали. Получается, что никаких преград внутри пирамиды не было. Попав в одну из ее частей, можно было проникнуть в любое помещение, если, конечно, нижняя камера не была засыпана или затоплена. И даже огромный проход Аль-Мамуна не испортил технических характеристик этого устройства. Его могли сделать для извлечения обломков балок. Получается, что пирамида не так уж и сильно повреждена. Если будут заинтересованные люди, могу даже восстановить. Основная проблема – это наружное покрытие грани пирамид. Ах да, я же забыл вам сказать главное. Звуковая волна не выходит за пределы пирамиды. Она всегда остается внутри коридоров. Но ее основная задача – провзаимодействовать с магнитным полем Земли, которое фокусируется от грани пирамиды в самую нижнюю камеру, и заставить его колебаться на определенной частоте. Об этом я рассказывал в своих предыдущих видеороликах. Правда, официальная наука не подтверждает, что на магнитное поле можно воздействовать звуком, но некоторые авторитетные источники утверждают, что это возможно в режиме резонанса или стоячей волны. Я этого еще не проверял, но обязательно проверю. Также готовится еще один глобальный проект – это трансформатор Тесла в натуральную величину. Нужна большая мощность, чтобы проверить некоторые эффекты. Вы спросите, а при чем здесь трансформатор Тесла? Мы же рассматриваем пирамиды. А я отвечу, это, оказывается, одно и то же устройство, только на разной элементной базе. Разные конструкции, а задача одинаковая. Ну что, надеюсь, я развеял ваши последние сомнения, что не все так просто с пирамидами, что это точнейшее сооружение. Ну а если нет, то давайте контрольный выстрел. Все эти углы и линии направления, которые я рисовал, не будут работать, если не учесть их длину. Волна может отразиться только в определенных точках своей длины. Каждая линия должна быть кратна расстоянию в 261,5 мм. А знаете почему? Потому что египтологи говорят, что при строительстве пирамиды использовалась своя единица измерения расстояния – королевский локоть. А это и есть половина длины волны – 523 мм. Кто-нибудь видел, чтобы локоть измеряли с точностью до миллиметра? А до десятых миллиметра? Длина волны составляет 1046 мм, что для звука соответствует частоте 328 Гц при температуре 20 градусов Цельсия. При другой температуре и влажности частота будет меняться. Длина волны – это наиважнейший параметр, от него зависят все размеры. Я обещал ответить на вопрос, почему угол наклона коридоров выбран в 26 градусов. Это для того, чтобы была возможность направлять сигнал одновременно вверх и вниз по коридору в разные стороны. В этом случае идеальный наклон должен быть 30 градусов. Но ранее я показал, что могут быть допуски плюс-минус 4 градуса. То есть от 26 до 34 градусов. Но чем больше угол, тем выше должно быть строение. Большие расходы материала, хуже перемещаться и так далее. Поэтому они выбрали наименьший угол из возможных. Почему высота волновода около 1 метра? Это зависит от расстояния, на которое надо передать сигнал. Но самое главное, чтобы траектория движения волны от пола до потолка была кратна 261,5 мм. Это четверть длины волны. Надеюсь, вы поняли, что пирамида посылает магнитное колебание к центру планеты. А вот зачем она это делает? Об этом в другой серии. Чтобы не пропустить ее, подписывайтесь на канал. Ну а я приглашаю финансово независимых людей принять участие в глобальных исследовательских проектах, которые откроют древние тайны. А тех, кто хочет принять пассивное участие, приглашаем посетить наш интернет-магазин mytechnolab.by и сделать там свой выбор. Кстати, может кто-то имеет другие чертежи египетских строений. Буду признателен за помощь. Очень интересуют 2 нижних храма возле Сфинкса. И это не потому, что там есть тайная комната знаний. Она вовсе не тайная и находится прямо на поверхности. Но надо увидеть эти знания и распознать. У нас все получится. До скорого.